хотел бы вести с вами беседу лучше, чем дать формальный доклад. Но приготовил что-то, чтобы будет легче вместе со мной понимать, это надеюсь, как мы работали на этом плане, касающийся русских атлетов, и не только русских атлетов, но и членов окружающих людей, значит, тренеров и врачей, которые были связаны с этими атлетами в двух различных коллекциях случаев, надо сказать, и это уже было довольно необычно для Международного арбитражного суда в Лозанне. Мы сидели в Женеве. Я был выбран от этих адвокатов, которые содействовали или были репрезентацией атлетов. Но, как вы знаете, роль арбитра есть быть совершенно независимым от партии. Значит, была просьба, имейл в начале производства, где этот адвокат, один из этих представителей, просил меня, если я готов. Я сказал, что для меня есть проблемы, потому что у меня бывшие функции в некоторых видах спорта, и по этим видам спорта, например, биатлон, я не могу действовать как судья. Но что касается других, я могу. Потом были длительные переговоры, как организовать это производство, и в конце концов результат этих переговоров был, что будут две группы. Те группы, которые включают эти виды спорта, где я не могу работать, и другая группа, где я могу работать. Президент Кристоф Фета, немец, он международный правник, профессор по международному праву, бывший, он на пенсии сейчас. Он был и имел эту функцию в университете Augsburger в Германии. Потом немецкий адвокат, самый старый из нас, доктор Martens из Мюнхена, знаменитый адвокат в плане спортивного, международного спортивного права. И адвокат, который специалист для очень больших междугосударственных арбитражных дел в Париже, господин Карави, Хамид Карави. Он половина иранец, половина француз. И таким образом были составлены два панели, и они в большинстве задействовали и сидели вместе, но когда были некоторые вопросы, связанные с индивидуальными атлетами в тех видах спорта, где я не мог, или где он не был назначен, или я, или господин Карами не участвовал. Были вопросы, которые связаны сначала с Сочи, потому что наше дело было не судить о Москве, не судить о РУСАДА, не судить о деле, если есть или была схема или система допинга в России. Наше дело было судить, если эти индивидуальные атлеты, которые на нашем доске
если они были связаны или содействовали, или были виноваты в нарушении антидопинговых правил. Но ясно было для нас одно дело, потому что сначала для меня лично был вопрос освободить, может быть, всех, но завися от доказательств, и если есть доказательства. Но это дело было изначально очень тяжело, потому что Русский олимпийский комитет не оспорил решение Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, где был наложен суспензия на Русским олимпийским комитетом. Значит, из этого надо было сделать вывод, что что-то случилось в Сочи, неясно что, но что-то было. И нам, и мне лично тоже было ясно, что есть не разделение политика и спорта. Именно на международном уровне и именно в связи с Олимпийских играх. Это жаль, но это и логическое последствие структуры спорта. Так только как существует пирамидальная структура спорта, где существует только одна международная федерация по виду спорта, кроме боксинга и других изъятий, но в принципе это международная структура, и существует только одна национальная федерация по спорту. Система есть такая, что существует натурально и первоначально соревнование между нациями в рамке Международной федерации. И если вы смотрите на результаты Олимпийских игр, есть всегда самое главное, какая нация имела большинство медалей. Но это значит национальная гордость, это важно, но это и обозначает, что политика сделает оказывает давление, влияние на что случается и как организуется и как построится эту систему. Это тоже было ясно для меня лично от начала. Но самое главное было, как юрист, в таких обстоятельствах, как изолировать юридические вещи от политических и чисто на юридическом плане продолжать эту дискуссию. Самое главное есть в этом соотношении существование правил и исходить из правил. И вы лучше знаете эти правила. Есть Всемирный антидопинговый кодекс от ВАДА, есть эти международные стандарты к кодексу, есть добавочно это ЮНЕСКО антидопинговая конвенция, которая очень важна, потому что государства таким образом обязаны уважать цели антидопингового кодекса, и антидопинговый кодекс сам построен не от государств, но построен от негосударственных международных организаций, именно ВАДА и так называемые основополагающие элементы ВАДА, stakeholders, как это называется на английском языке.
Добавочно есть региональные международные конвенции в рамке Совета Европы. Россия имеет проблемы на этом плане, но есть член Совета Европы, в Сочи находится в Европе, и это тоже обозначает, что из точки этой конвенции есть правила. И потом есть национальные законы у вас в России, тоже есть, в Германии есть, в Австрии есть, в Италии, в Польше, в много других государствах. Это то, что важно, и этим я сам начинал, и если вы разрешите, я обычно не очень наложусь на собственное лицо, но в этом поводе мне надо это сказать как Михаэль Гайстлингер, и не как CAS, и не как панель, потому что есть обязанность конфиденциальности, и мы в течение обсуждения сейчас, значит, решение мы сделали, но сейчас надо найти причины, юридические причины, согласовывать между нами, и мы это сделали, открыто сказано, только для одного случая до сейчас. Это Легков, который будет, это примерный случай для этих атлетов, которые мы совершенно освободили. Есть другое решение, которое будет приготовлено сейчас, и где мы довольно близко до окончания. Это один примерный случай для этих атлетов, которые были наказаны, что они отсутствуют, что они нарушили правила антидопингового права, но что они это были наказаны не для всю жизнь, но для терять все результаты от Сочи и дисквалификацию от Сочи. Роль CAS есть роль арбитражного суда и, значит, роль независимого юридического органа. То, что мы видели, были довольно сильные элементы давления над нас. Именно лично, как я слышал от русских журналистов, лично от господина Паунд, но, может быть, он слышит сейчас, я не знаю, но проблема есть, что нам лично было запрещено и есть запрещено комментировать решения. И из-за этого я отказался от всех интервью, и то, что мы сегодня сделаем, это не политическое дело, это научная беседа. И в научном плане я тоже независимым профессором, и значит, я могу потом анализировать то, что я думаю, то, что я там лег на доске, и что мы вместе потом обсуждали, если у меня сильные аргументы, если у них сильные аргументы, какие аргументы на самом деле самые решающие. Значит, мы исходим, я лично, это мой подход, какие правила были нарушены, какие санкции на эти правила, и, может быть, есть и вопросы, касающиеся подсудности. Но эти последние вопросы, касающиеся подсудности, там были бы проблемы. Но эти проблемы решены партиями соглашением. Значит, таким образом для нас, что касается подсудности, было ясное дело,
И тоже вопрос, какие правила надо употребить, тоже никакое сомнение между партиями. Значит, партия – это атлеты, группа атлетов на одной стороне и МОК на другой стороне. Эти партии в этом производстве и в другом производстве, что касается врачей и тренеры, там был МОК. И этот адвокат, который представил этих других лиц. Но МОК, как вы сами видели, от этих решений, которые были публично доступны, это не секрет, МОК настаивал в этих решениях, касающихся русских атлетов, на письменное свидетельское показание профессора Макларена. Он тоже арбитр у CAS, как я, но он в то же время член так называемой независимой комиссии ВАДы, и они выбрали его как так называемое независимое лицо, чтобы оценить материал, который получили по случайности. Никто точно знает, каким образом, каким путем и как, и даже я после слушания в Женеве не точно знаю. Ясно есть, что получили американские авторитеты, тоже не ясно, CIA или FBI, или вместе, или кто сначала, и кто потом, и где есть, они получили данные из лэптопа, это тоже ясно. Из лэптопа, и очевидно, это был лэптоп от доктора Родженкова, бывшего директора Московского лаборатории, аккредитованной ВАДой. Никто нам смог сказать при слушании, тоже не профессор Макларен, если доктор Родженков работал на лэптопе или работал на компьютере, на твердом компьютере. И если то, что он взял на лэптоп, был копия от другого компьютера, или это он копировал его данные из лэптопа туда, это не ясно. Но это важно, потому что это обозначает качество этих данных. Потому что если не совершенно ясно, какие данные первоначальные, какие оригинальные, можно в некотором моменте времени фиксировать эту копию, и эта копия потом смотрит как оригинал, но нет оригинала. И значит не свободен от возможности манипуляции. И из-за этого, что касается письменного свидетельского показания, я лично уже давно до этого момента был осторожным сделать юридические последствия из этих элементов. В принципе, это называлось так называемые ЭДП данные. И это был на английском языке сеть имейлов, тысяч имейлов, я думаю, если я вспомню правильно, 247 страниц. Но были и русские
имейли, но эти русские имейли были по-другому, чем этот английский текст, потому что эти русские элементы были изолированные части имейля. Может быть, один имейл часть или имейл плюс ответ, плюс ответ, плюс ответ, плюс ответ, но не все данные. Ну, при слушании Родченкова, и там была тоже эта проблема, что были длительные и сложные переговоры с партиями и с его адвокатом, как слышать его. Но практика у КАСа есть, что надо слышать очевидцев лично. Но лично значит или при прямом присутствии в зале, в судебном зале, или через видеоконференцию. Но видеоконференция тогда таким образом, что видно лицо. Но, адвокат нам сказал, что они сделали из безопасности персоны, они сделали операцию лица. И значит, если покажут лицо, тогда видно, как он теряет защиту. Но вот на конце концов стороны нам помогли, потому что они согласились, что нам разрешено слышать его таким образом, чтобы мы видели экран. За этим экраном было лицо, не видно для нас. Видно были его руки, видно было, что краска руки были различные. Отсюда то было очень бело, отсюда было темно. Значит, была операция, наверное, касающаяся руки. Это было видно, и мы видели и адвоката, и было и другое лицо в этом комнате. На 100% не можно сказать, был ли это Родченков или нет. Но мы задали некоторые вопросы, которые нам помогли оценить, что на 99,5% это был Родченковым, который мы в разнице от МОКа слышали таким образом устно. У МОКа у всех комиссий, у комиссии Шмидта, у комиссии Освальда было только письменное, так называемое affidavit, значит письменное показание свидетельств, не устное. И это сделает разницу, потому что для атлетов это очень важное право задать вопросы и получить ответы, задать дальнейшие вопросы, и таким образом показывать судьям, если это правда, что он скажет, или это неправда. И, значит, очень важно тоже обозначать, сколько он знает и сколько он не может доказывать. И самое главное, что мы в различии от МОКа таким образом узнали, что он не видел ни одного случая, где атлет или кто-то другой взял этот так называемый тычес коктейль. Значит, что касается тычес коктейль и что касается роли этого способа доказательств, было ясно, у него есть только роль очевидцев по слышанию. Он сам слышал. Он слышал от госпожи Родионовой, он слышал от других, от атлетов, от тренеров, но он сам не видел.
Он тоже не смог сказать, какая была рецептура этого коктейля. Он сказал, это слишком сложно оценить таким образом. Значит, и из этого надо вывести роль, касающуюся его твердость, его доказательства. То же самое мы сделали с господином профессором Маклареном. Он тоже устно не был слышен у МОКа, ни у Шмидт-комиссии, ни у Освальд-комиссии. Мы слышали его, мы видели его лицо. Он был совершенно видно и ясно, что 100% был профессор Макларен. Но у него тоже были довольные проблемы. Потому что оказалось, что он сам много то, что он поддерживал, не видел. Потому что он дал задачу сотрудников у ВАДы, например, и эти сотрудники потом вели разговор с Родченковым, но только некоторые элементы этих разговоров он сам сделал. И в общем он был 100% только очевидец по слышанию. Значит, для нас и для меня лично тоже ясно было, эта роль, вес этого доказательства довольно слаба. Но были эксперты. И эксперты были по соли, были это важно в соотношении с этим положением в список запрещенных препаратов. Важно было, что эти эксперты от МОКа работали таким образом, что они сделали точно то, что был сделан профессором Маклареном и его экспертами, когда он составил эти два доклада от июля 2016 года и от 9 декабря 2016 года. Они сказали, нашли соль. И соль в таком объеме, что не можно разъяснить. Потом эксперты, которые нашли знаки на бутылке, такие знаки, как обычно, не можно найти на такие бутылки. И знаки эксперты по ДНК, которые сказали, есть смешанные ДНК, мужчинские и женские ДНК смешаны. Но сделали это более глубоко, чем профессор Макларен. Взял весь год 2017 года для этих экспертизов. И атлеты, их адвокаты представили то, что они не смогли сделать у МОКа перед нами, их эксперты. Их эксперты были в том же плане, и достаточно они презентировали очевидцы, которые были наименовали Маклареном и Родченковым в их эфидевит. И эти очевидцы, например, Кудрявцев,
был один из этих главных лиц. Они через видеоконференц нам сказали, что это все ложь, что было сказано от Родченкова. Значит, для арбитров, для меня лично был потом вопрос, кому верить. Им верить, или это все доказательства, потому что есть так несовпадающие, лучше забыть. И в конце концов эти эксперты нашли согласование двумя пунктами. Первое есть, что касается соли. Есть такие уровни добавления соли в пробе, в урин-пробе, что не можно физиологически объяснить. И есть такие размеры, где можно разъяснить, но можно разъяснить только если дает настоящую причину. И это называется приблизительно у 300 и именно у 450 нанограммов в миллилитр этой урин-пробы. Но если обе эксперты сказали таким образом, мы, и я лично чувствовал, что на этом основе есть что-то гарантировано. Что касается ДНК, эксперты тоже нашли разъяснения совпадающие, где они сказали, что есть возможность разъяснить, что мужчинская ДНК найдется в женской пробе. После секса, после контаминации есть различные возможности контаминации, но при таких обстоятельствах и в некоторое времени можно это найти. Но это тоже для меня лично было важное совпадение экспертов, от атлетов и экспертов от МОКа. И в конце концов, вы таким образом можете понимать, что касается фактов. Для меня лично были сомнения, касающиеся Родченкова, касающиеся Макларена, уважаю его, но были сомнения. Сомнения, касающиеся других очевидцев, но я чувствовал себя довольно комфортно, что касается вопроса соли и что касается вопроса ДНК. Я совершенно не был уверен, что этот профессор Шампур из лаборатории Лозанна нашел метод, как можно открыть эти бутылки, потому что он сделал это на очень лимитированном числе и сделал таким образом, что все эти бутылки были чисто, без урина внутри. Он сделал открытие таким образом и не таким образом, но как он сделал таким образом и не таким, но как можно таким образом, если больно с урином, тогда все урин, весь урин уходит, как таким образом открыть это совершенно невозможно было.
Но можно сказать, самый главный пункт у него был, что он сделал весь метод на презумпции, что атлеты не закрыли полную бутылку. Но эта презумпция надо доказывать. И если не можно доказывать, тогда надо сказать, метод не доказывает то, что скажет. Из-за этого я лично исключил коктейль, потому что нет очевидец, который это доказывает. Я исключил список, потому что это слабость от всех письменных документов. Не можно сказать, где есть оригинал и почему оригинал недоступен. Я исключил всех очевидцев до такой степени, что надо сказать, если кто-то найдет так высокие размеры соли в пробах, ну, тогда манипуляция надо было быть. И значит, у этих, у которых были такие размеры, это непосредственное доказательство играло роль, потому что надо и там употребить эту презумпцию, сказать, что что-то было. Мы точно не знаем, как это было, но это ясно, что такой размер соли в этих пробах не может влиять, не может быть, чисто не может быть. Значит, если это не может быть, тогда надо потом проверить, как была роль атлетов в этом. Потому что, ну, можно сказать, кто-то можно сделать. Но без чистого урина не можно добавить. Потому что это тоже ясно было, если эти пробы через анализ ДНК 100% были пробы этих атлетов, значит, если эти атлеты имели пробы с такими высокими размерами соли, тогда надо и сказать, они по 90% вероятности отдали чистый урин раньше. И, ну, можно сказать, может быть, что кто-то им сказал, у нас есть нужда в твоим уринам, потому что нам это нужно для медицинских экзаменов. Но все такие разъяснения возможны, но они так вероятны, как атлет отдал, потому что кто-то ему или ей сказал, лучше, пожалуйста, отдай. И таким образом я лично видел, если вы смотрите на эту дефиницию определения в запрещенной методе, там сказано фальсификация или попытка фальсификации проб, отобранных при допинг-контроле, с целью нарушения их целостности и подлинности. Ну, добавить соль, это обозначает фальсификацию. Данные манипуляции включают, но не ограничиваются подменой мочи или изменением ее свойств
например, использование протеаз. Но свойств было изменено в таких случаях. И значит, если мы возьмем это правило, тогда для меня лично было комфортное убеждение, потому что это стандарт доказательства, комфортное стандарт убеждения, что эти атлеты, у которых мы нашли этот размер соли, это были, они нарушили антидопинговые правила. Есть другой вопрос потом, касающийся санкций, потому что касается санкций, вопрос есть аннулирование результатов, полученных в Олимпийских зимних играх в Сочи. Это написано в антидопинговых правилах для Сочи. И там, в принципе, есть возможность, как вы видите из текста, дисквалификация на Олимпийские игры или на некоторые, или даже пожизненно. Но что касается санкций, есть практика в CAS, что санкции всегда надо быть пропорциональным. И МОК разъяснил пропорциональность санкций пожизненной дисквалификации из общего политического влияния этой манипуляции антидопинговых правил при Сочи для олимпийской семьи. Это довольно далеко от индивидуальных атлетов. Надо определить этот размер в соотношении с атлетами. И с атлетами, надо сказать, не видно было причина, почему ходить больше, чем на Сочи. Из-за этого пожизненная дисквалификация для всех атлетов. Я лично смотрел как неоправданно и непропорционально. Пропорционально к серьезности преступления. Но вы видели, наверное, решение, которое было касающееся присутствия этих атлетов в Пхенчхане. Это показывает структурную проблему, касающаяся CAS и CAS ad hoc tribunals. Это ясно. И показывает эти вопросы, которые я хотел в последних 2 минуты высказать для будущего. Состав CAS есть таким образом, что вы найдете 2 или 3 из Канады, из Соединенных Штатов, из Австралии, из Швейцарии, но только госпожу Бриллиантова из России. И из многих наций вы найдете никакое представительство. Значит, реформа правил для состава CAS есть абсолютная нужда, необходимость. Это моя точка зрения. Потому что, если мы смотрим, кто был выбран президент этой дивизии, которая возглавляет ad hoc трибунал, и это не первый раз, он был уже при бывших
он был в Рио, он был в Сочи, он был в Ванкувере. Это был американец. Но главная роль этого лица я высоко уважаю, как всех членов АКАСа, но главная роль есть поставить состав панель ad-hoc трибунала. Но этот панель, который сделал решение ОК 0318, это был руководящий, потому что это был первый панель. И этот панель смог решить, если это решение от 5 декабря было по существу правила дисциплинарного характера или правила выбираемости. Есть разница, потому что если есть право выбираемости, тогда последствия есть, что это свобода МОКа выбирать, кто будет, и только есть контроль, если это решение было арбитражным, был не по другому виду несправедливым, unfair, arbitrary, или дискриминационным, discriminatory. Это стандарт, который все CAS-панели употребляют по этому поводу. Если была бы часть от дисциплинарного права, тогда контроль CAS довольно более интенсивный. И надо и сказать, что по-моему, адвокат, который ответственен был для этого производства, для этих производств, что они добавочно им надо было атакировать решение пригласительной комиссии от 19 января 2018 года. Но они сделали апелляцию только против решения от 5 декабря. И в 5 декабря мог только сказать, что эти виды лиц, которые сопровождали атлета, который сделал нарушение антидопинговых правил, только эти атлеты будут выключены. Но против этого не можно ничего не сказать, потому что, ясно, если они были вместе с ним, тогда довольно высокая вероятность, что они знали, может быть, помогли или содействовали в другим вариантам. Но дело есть в том, что 19 января эта пригласительная комиссия сказала, что по имплементации этого решения от 5 декабря они сейчас скажут, что эти конкретные лица не могут присутствовать. И это было это решение. И тогда это решение потом проверить, если это был правомерно, это был арбитражно дискриминационным. Это, я сказал бы, тогда шансы очень высокие были бы. Но вы видите таким образом, что решение ИКАСа, состав ИКАСа, решение ИКАСа, кто президент, решение президента, что это панель состоится из австралиец, из канадской, из швейцариец, что это решение было влиятельно, касающееся
вопрос, какой тип правил есть. И один раз сделан это решение, потом все другие пенали CAS, им надо было сделать таким образом. И тогда, значит, уже была лимитированная возможность доступа. Ну, я дал две последние пункты. Состав списка CAS. Там есть один из России, 25 из Соединенных Штатов. Там есть больше, чем 30 из Швейцарии. Даже 4 из маленького государства, как Австрия. Значит, там есть что-то, которое надо будет сделано на русском уровне. Потому что, в принципе, есть много, которые могут предложить людей. Даже я сам могу предложить. Моя роль не важна. Но есть госпожа Бриллиантова, которая может. Есть президент Жуков, который может. Но самое главное есть потом для выбора этих кандидатов качество этих лиц на юридическом плане. Ну, вы видите, как низкое качество, мое качество. И таким образом, таких людей найти в России довольно легко. Довольно легко. И я сказал бы, там надо быть, наверное, 100 или больше. Но выбрать таких кандидатов и потом предлагать для решения CAS и включить в список, это, я думаю, это самое главное, потому что это помогает всем русским атлетам. Даже если эти русские атлеты сейчас употребили отличных адвокатов. Надо сказать, что эти адвокаты из Швейцарии, которые были там в Женеве, они были топ-класс. Лучшего не можно представить. Но это стоит дорого. И Швейцария это не Россия. Именно, может быть, что русские даже смогли бы больше найти, потому что у них был бы прямой доступ к госпоже Родионовой. Мне было чуть-чуть странно, что мы не видели госпожу Родионову. Может быть, что госпожа Родионова смогла бы помогать довольно много. Но, значит, такие вещи разъясняют, почему это важно, что существует довольно много выбора от судей из происхождения России. Это, я вам скажу, это довольно легко организовать. Есть вопросы, с которым я чуть-чуть работал, открыть отделение, русскоговорящее отделение CAS здесь, в России. Я не знаю, как вы лично лучше можете сказать. Я думаю, что в данном моменте будет сложно получить одобрение. Потому что из-за этого я взял этот первоначальный снимку «Олимпийская семья». Самое главное есть доверие. И то, что сейчас нужно именно для реаккредитации РУСАДы, есть найти совместное доверие. Ясно всем у нас, что есть конфликтуальные интересы Соединенных Штатов и России, Канады и России, НАТО и России. Но есть довольно много государств в мире, которые не включены в НАТО и которые не прямо связаны с этим
главным нациям. И надо работать над этими, чтобы убеждать их, что им возможно доверить в фейр-плей, что касается уважения антидопинговых правил в России. И для этого надо время, надо много разговоров, надо на разных уровнях, именно, например, на вашем, господин президент Тихонов, Платонов, извините, потому что даже на уровне джудо, Федерации джудо, если от внизу наверх появится это понимание, что можно доверить, они чисто, они сделают таким образом, как все другие джудоки в мире, тогда нет причины, нет разъяснения, почему не дать право доступа всем этим атлетам и России, и РУСАДы до международной аккредитации и уважения. Извиняюсь за ошибки, надеюсь, что вы поняли. Очень прошу вас, что вы уважаете, что я под обязанности конфиденциальности. И больше, чем я сделал здесь на научном плане, не могу сделать. Из-за этого я даже 2 дня тому назад отказался от интервью в прессе, в русском прессе, и ожидаю этого момента, когда все решения публично доступны, но это потому что есть 39, это значит, это будет, и каждый будет индивидуальным, значит, это будет, наверное, до осени, потому что мы только люди, мы можем писать, но не больше, чем можно писать на одном дне. Из-за этого надо еще долго времени, и до этого момента это осторожно, надо быть осторожным, потому что опасно для русских атлетов. Все ошибки, которые производятся, они даже сейчас опасны для русских атлетов. И это, я думаю, это самое главное, что надо защитить. Спасибо огромное.